Существует несколько видов медитаций и огромное количество техник их выполнения. Не все виды медитации подходят одному человеку. Каждый из нас по-своему особенный, и ключи для исцеления необходимо подбирать для каждого свои. Эти практики требуют разных навыков и образа мышления. Для того, чтобы выбрать то, что подходит именно тебе, попробуй разные варианты и остановись на том, который дает именно то, что ты ищешь. Спокойствие, сосредоточенность, пополнение энергии и другое. Вот перечень наиболее популярных видов медитаций. Медитация осознанности. Медитация осознанности – это практика, целью которой является помочь острее прочувствовать настоящий момент, обратить наше внимание на свои телесные ощущения и мысли. В рамках медитации осознанности применяются разные техники, помогающие сосредоточиться на настоящем моменте. Одна из них – использование дыхания в качестве якоря. Каждый раз, когда во время практики мы отвлекаемся на свои мысли, надо сфокусировать свое внимание на дыхании. Наблюдение за естественным ритмом вдохов и выдохов возвращает нас в настоящий момент. Помимо концентрации внимания на дыхании, наблюдение за ощущениями, которые возникают в теле, тоже является важной частью медитации осознанности. Информация, которую мы получаем через наши органы слуха, зрения, обоняния, вкуса, осязания, играет важную роль для развития осознанности. Медитацию осознанности не следует путать со скорой помощью для выхода из трудных ситуаций. Цель практики не в том, чтобы заменить одни чувства на другие, а в том, чтобы развить способность принимать то, что мы чувствуем здесь и сейчас. Медитация визуализации заключается в том, что человек визуализирует что-либо желаемое, новую работу, определенное состояние, конкретную вещь. Медитация с визуализацией поможет вам перепрограммировать себя через представление чего-то. Например, высокого результата каких-то действий. На уровне мозга появляются новые нейронные связи, поддерживающие его качественную, включенную работу, а вы тем временем можете расширить горизонты восприятия ситуации, увидеть больше, чем раньше, обнаружить неожиданные решения. Отметим, что визуализация может быть разной. Например, один вариант, когда вы усилием создаете в голове образы, размышляете о них, наделяете какими-то качествами, в это время ум активен, мысли продолжают свой ход. Второй вариант подразумевает отсутствие контроля. Вы не выдумываете, а ловите образы, которые встречаются вам на пути, наблюдаете за ними без анализа. Иными словами, смотрите, что разворачивается перед вами, позволяете проснуться внутренним энергиям. Например, вам нужно представить пламя костра. Можно создавать его из известных вам понятий, раздумывать о том, каким оно будет. Или просто позволить образу прийти без сторонних вмешательств со стороны ума. Безмолвие ума – то, к чему мы будем стремиться. Трансцендентальная медитация. Это техника медитации, основанная на мысленном повторении личной мантры, созданная Махариши Махеш Йоги. Ее цель – достижение состояния глубокого отдыха и умственного покоя, что помогает снизить стресс, улучшить ясность мышления и общее самочувствие. Практика включает удобное сидение и мысленное повторение мантры в течение 15-20 минут дважды в день, без концентрации на смысле или форме мантры. У трансцендентальной медитации несколько целей – снизить уровень стресса, справиться с депрессией, расслабить тело, раскрыть творческие способности, избавиться от вредной зависимости, повысить личную эффективность и самооценку. В какой-то степени трансцендентальная медитация – это самовнушение, что не отменяет ее эффективности. Бинауральная медитация. Используются бинауральные ритмы, чтобы войти в состояние легкой дремоты. Этот вид медитации позволяет восстановить силы и энергию. А влияют они на ритмы мозга. Оказывается, что при определенных состояниях сознания доминируют определенные ритмы.
Чтобы не гонять вас от странички к страничке, приведу прямо здесь краткое описание некоторых ритмов мозга. Дельта-ритм, тета-ритм, альфа-ритм, бета-ритм и гамма-ритм. Теория бинауральных ритмов основана на том, что если каким-либо образом подействовать на мозг сигналом с определенной частотой, то этот сигнал вступит в резонанс с соответствующим ритмом мозга, что приведет к усилению соответствующего состояния сознания. Медитация осознанного дыхания позволяет сконцентрировать внимание на дыхании, что в свою очередь дает телу и разуму возможность расслабиться. А если дышать правильно, то такая медитация имеет оздоравливающий эффект. В ходе исследований ученые установили взаимосвязь между эмоциональным состоянием человека и характером дыхания. Например, человек, испытывающий страх, дышит быстро и неглубоко, в то время как человек, испытывающий счастье, дышит медленно и глубоко. Эта взаимосвязь работает в обоих направлениях. Поскольку в экспериментах, когда испытуемые начинали дышать в заданном им темпе, они испытывали те же эмоции, что и люди, дыхание которых менялось под воздействием этих эмоций. Это значит, что, управляя характером нашего дыхания, мы можем управлять нашими эмоциями, настроением, а значит и мышлением. Поскольку наше эмоциональное состояние оказывает огромное влияние на то, как мы мыслим и какие решения принимаем. Управляемая медитация проводится под контролем тренера, эксперта по медитациям, который направляет внимание и мысли медитирующего в нужное русло. Они предполагают наличие словесных инструкций ведущего медитации, которые могут передаваться с помощью аудиовизуальных средств. Управляемые медитации рекомендованы новичкам, чтобы первые шаги можно было делать под руководством опытного инструктора. Двигательная медитация. Ее суть в концентрации на определенных движениях или ходьбе без включения мыслительного аппарата. По сути, когда мозг концентрируется ежесекундно на каком-то одном действии, то происходит отсекание других мыслей. Считается, что это самая мощная из трансформирующих техник активных медитаций. В ее основе лежит глубинное понимание связи между способностью человека выражать эмоции и его психическим и физическим здоровьем, а также его потенциалом к любви и творчеству. Это практика медитирования, в которой человек сосредотачивается на своих движениях, чтобы достичь состояния умиротворенности и осознанности. Эта практика может включать в себя различные виды двигательной активности, такие как ходьба, йогу, танцы и другие физические упражнения. Главной идеей этого медитирования то, что мы можем достичь состояния медитации и осознанности не только в статическом положении, но и двигаясь. Таким образом, она представляет собой уникальный способ объединения физических и медитативных практик в единую целостность. Существует несколько техник медитации в движении. Одна из них – это ходьба медленным шагом с осознанным вниманием к каждому шагу, каждому движению ног и рук. Другой способ – это йога, в которой асаны, позы, выполняются с осознанностью каждой двигательной активности и дыхания. Также существует техника, называемая танцующей медитацией, которая позволяет раскрыть свою энергию и креативность через движение тела. Все эти техники помогают людям научиться быть в настоящем моменте, забыть о прошлом и будущем, наслаждаться каждым мгновением жизни. Заблуждение о медитации. Существует распространенное заблуждение, что единственный способ медитации – это сидеть тихо, без помех, сидя в кресле или на подушке и наблюдая за своими мыслями. Вы можете практиковать осознанность, попивая утренний кофе, сидя за рабочим столом, моя посуду и, прогуливаясь. Хотя существует множество форм медитации в движении, таких как тайцзя, цигун и йога, красота медитации при ходьбе заключается в том, что это естественный вид деятельности, которым мы занимаемся каждый день, даже если это просто путь из спальни на кухню. Вы можете практиковать ее в любое время, в течение 30 секунд или 30 минут. Тот факт, что ходьба является такой регулярной частью нашей обычной жизни,
может помочь превратить практику медитации при ходьбе в привычку, которая станет просто частью того, что вы делаете.